Holy shit. Всем хай, с вами снова говорящие руки, и мы разберем проблему починки аккумуляторных батарей от ноутбука. Ну, точнее, стоит ли овчинка выделки. А я пока на фоне буду разбирать один из таких аккумуляторов на банке. Если вы еще не знали, внутри каждого аккумулятора стоит специальный контроллер, который следит, собственно, за ее состоянием и постоянно передает ноутбуку информацию о состоянии заряда, разряда самого аккумулятора. Внутри аккумулятора находится 6 18650 элементов, ну, как правило, 6, может быть, больше, которые соединены попарно. То есть по 2 штуки 3 раза. Из-за чего может аккумулятор переставать работать. Например, из-за дисбаланса банок. То есть, когда какая-то пара банок слишком сильно разряжается, то есть деградирует быстрее, чем другие, то контроллер это видит и в итоге может заблокировать вообще весь аккумулятор, потому что он посчитает это небезопасным, например. Также контроллер, в принципе, может при неправильной подаче напряжения, например, на сам аккумулятор заблокировать его. Там есть так называемый предохранитель, который контроллер может просто выжечь в случае чего, и все. То есть батарейка как будто бы будет, если будете вы ее тестером снаружи мерить, она будет как будто бы дохлая и может вообще показывать нулевое напряжение на выходе. Собственно, из-за контроллера мы имеем следующие проблемы. Если есть сильный дисбаланс банок, он лочится. Если вы отпаяете банки, припаяете новые, он залочится. Если заменить банки на более емкие, нужно будет опять же прошивать контроллер на новую емкость банок. Потому что такие случаи встречали, когда люди меняли банки в аккумуляторе на более емкие, например, а контроллер запоминал старое состояние банок, старую емкость, и как держал там 10 минут, например, и также и с новыми емкостями он все равно продолжал держать 10 минут. То есть вам нужно контроллер перепрошивать на новую емкость. Даже если вы его перепрошиваете на новую емкость, в самом ноутбуке может быть записана емкость аккумулятора. И если он сравнит ее с новой, с вашей, может сказать, что аккумулятор не оригинальный, там идите нафиг, я не буду с ним работать. Вот такие вот причины, почему не стоит с этим, наверное, сталкиваться. Еще добавлю, что я не нашел крякнутых версий программ для прошивки контроллера. А не крякнутые стоят порядка $300. Так что, если у вас есть лишние $300 и желание помучиться со всем этим, то, конечно, welcome. Я оставлю название и кину ссылочку на видео, которое я нашел, которое вам поможет в этом нелегком деле. А если я вас не убедил, давайте все же рассмотрим пару вариантов, что можно сделать с дохлыми аккумуляторами. Давайте рассмотрим вариант замены старых банок на новые. Мы не отпаиваем банки от контроллера, чтобы он не заблочился. Значит, аккуратненько спаиваем все новые банки, так же как у нас в аккумуляторе, там попарно, например, и постепенно там от минуса к плюсу припаиваем их к контроллеру, и после этого отпаиваем старые. Если контроллер все же заблочился, можно попробовать такой способ. Значит, на плюсовой вход, на примере Dell сейчас покажу, разъем подать где-то там 12 вольт питания на пару секунд, и то есть возможно он как бы разлочится, заведется, но не факт. Вариант второй. Можно попробовать банки прокачать. То есть если у вас там часть банок, например, там одна банка разрядилась,
один блок, остальные ведут себя нормально. Можно попробовать через iMax, опять же, не отпаивая полностью от контроллера, попробовать их зарядить, аккуратненько и сбалансировать. То есть, как это делается, берем, отпаиваем минусовой провод от контроллера, подпаиваем все к iMax. Сейчас покажу схему. Вот, вместе с балансиром все банки выравниваем, как бы все аккуратненько заряжаем. Может быть, там заряжаем пару раз. Вот, и отсоединяем все от iMax и обратно припаиваем минусовой провод к контроллеру. Вот, и опять же, если повезло, то как бы если контроллер не запомнил предыдущее значение емкости банок, то, возможно, так сказать, вам повезет. Может быть, винда будет и ругаться на то, что там нужно заменить батарею, но при этом она снова будет там 3-4 часа у вас как бы держать нормально. Вот, в общем, вот такую тему мы сегодня с вами разобрали. Всем спасибо за внимание. И в конце я хотел бы вам показать пару видосиков о том, что нужно быть очень аккуратным при работе с 18650 аккумулятором, потому что если будете неаккуратным, может получиться вот это.